В идеальный день для свадьбы, когда солнце светило ярко, а в воздухе витал запах свежих цветов, в маленькой церкви собрались гости, чтобы отпраздновать важное событие. Длинная очередь машин заполнила улицы, а невеста по имени Сара уверенно шла по проходу, в то время как священник Георгий готовился к обряду. Но в тот момент, когда он увидел Сару, его сердце сжалось от боли, и он ощутил, как холодок пробежал по спине. Георгий начал ощущать, что в этом идеальном моменте что-то не так. Взгляд невесты напоминал ему кого-то из его прошлого, и это вызвало в нем тревогу. Он попытался сосредоточиться на церемонии, но не мог избавиться от ощущения, что перед ним стоит не просто невеста, а нечто большее. Пытаясь взять себя в руки, он обратился к алтарным помощникам, прося их о помощи, но тут же отказался от их поддержки. «Свадьба должна быть приостановлена», — объявил Георгий. Его голос звучал решительно, но с нотками страха. У невесты есть духовная проблема. Гости начали перешептываться, недоумевая от его слов. Георгий, не в силах скрыть свои подозрения, попросил проверить спину Сары, чтобы подтвердить свои опасения. Сара, чувствуя на себе взгляды всех присутствующих, категорически отказалась, но женщины из церковного совета, не дождавшись ее согласия, начали осматривать ее. Вскоре одна из женщин обнаружила на спине Сары странный символ, который вызывал у Георгия тревогу. Он понял, что его опасения не были беспочвенными. Внутри него разгорелась борьба. Он знал, что должен действовать, но не хотел пугать людей. Тем не менее, он собрал всю свою решимость и начал обряд изгнания злых духов. Сара закричала, и в церкви началась настоящая суматоха, стены тряслись, а предметы падали, когда она, словно одержимая, начала разрушать все вокруг. Георгий, несмотря на усталость и страх, продолжал. Он знал, что должен победить. Наконец, после напряженной борьбы Сара потеряла свою силу и упала на пол. Ее тело стало безжизненным. Вокруг раздались шокированные возгласы. Гости, вместо того, чтобы праздновать свадьбу, осознали, что стали свидетелями похорон. Алекс, жених Сары, стоял в полном смятении, его глаза наполнились слезами, когда он узнал, что его невеста была ведьмой, убивавшей мужчин ради силы. Георгий, глядя на тело Сары, вспомнил, что 5 лет назад он уже сталкивался с ней. Она была частью братства, убивавшего мужчин, и он не смог ее остановить тогда. Теперь он чувствовал, что виновен в ее возвращении. Она убила 665 мужчин, произнес Георгий, обращаясь к собравшимся. Она планировала убить 666-го тебя, Алекс. Страх и ужас охватили всех, когда они осознали, что Сара использовала духовный облик, чтобы скрыть свою истинную сущность. Георгий похоронил тело Сары, чтобы избежать возвращения злых сил. Алекс, подавленный и потерянный, пообещал стать более активным в церкви и помогать в борьбе с силами зла. Эта история изменила его, он стал другим человеком, готовым бороться с тьмой, которая когда-то угрожала его жизни. Георгий, спасая Алекса, понимал, что его долг не только защищать людей, но и помогать им находить свет даже в самых темных ситуациях. Эта свадьба, которая должна была стать началом новой жизни, превратилась в урок о том, как важно быть бдительными и открытыми к тем, кто может скрывать свои истинные намерения. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.